Всем салам алейкум, вы на канале Видеограф. Так, я установил 11-ю версию, пробный вариант. Вот. И мы с вами сможем рассмотреть достоинства, недостатки 11-й версии. Поюзаем ее, можете задавать вопросы, я прям здесь в прямом эфире буду пробовать функции, какие-то плагины и так далее. Все, что вы хотите, сможем попробовать и рассмотреть в Windows 11. Итак, давайте приступим. Так, секунду, скину ссылку. Так, все, давайте начинаем. Запускаем 11-ю версию. Запускается, значок такой же. Иконка немножко другая, но значок запуска такой же. Будем прям сравнивать по всем параметрам. Конвертацию, я не знаю. На 31 день временная версия. Пришлось грохнуть 10-ю версию, деактивировать ключ. Если десятки вы ключ не деактивируете, эта версия не устанавливается, насколько я понял. Ну вот когда вы видите такое, вам кажется, что все будет по-другому. А нет. Окошко проектов такое же. Так, вот здесь уже идет что-то более-менее интересное. Full HD 29p, 29, 29. То есть это уже идет, скорее всего, да, вертикально для Инстаграма. Social Media. Так, причем здесь не написано для какой сети социальная это все, потому что разрешения нестандартные, да, есть такие разрешения в Инстаграме тоже. А вот и 25p, к которому мы привыкли. Project name. Запускаем Medius. Не знаю, у меня ошибка 5C выходила в самом начале. Она и сейчас тоже выходила при запуске. Но, возможно, это проблемы с сервером, либо сразу много людей активируется и сразу активация не проходит. Возможно, и не надо деактивировать. 5C ошибка была. Вот, и я делал что-то, чтобы эта ошибка исчезла. Так, Bing. У Бина появилось вот такое вот окошко. Интересно, что это окошко делает. Может, эскизы показывает. Сейчас посмотрим. Да. Это уже неприятно, когда... хотя подождите. Такое было и раньше. Просто окошко выходило не здесь, а здесь.
что-то импортируется слишком долго. Так. Угу. Так, еле-еле один файл импортировал. Давайте что-нибудь добавим с быстрого диска. Ну, допустим, вот эта свадьба на SSD диске она находится. И добавим его сюда. Так. Посмотрим, как у нас тут. %8. Ну, на импорт. Так, мы с какого диска добавили? С. D загружен на 200%. Почему? Так, и достаточно. Достаточно. Так, у нас есть увеличение. По-моему, раньше тоже было до 400%. У нас есть все фишки по ухудшению реал-тайма, то есть ухудшению качества, чтобы у вас не было подвисаний. Но у меня в workgroup тоже это было встроено в главное окно. В Pro версии, по-моему, тоже появилось оно в последних версиях. Так, что за окошко Property? Так. Интересно, сейчас. Желто. Так. Нет, сразу не красит. Так. Давайте сделаем так. Правой кнопкой свойства. Раньше можно было это. И исчезла сразу покраска клипов, вероятно, потому что она появилась здесь. Но я не могу покрасить цвет вот этих видеофайлов на таймлине. Раньше здесь был сразу color. Сейчас этого колора нету.
Вот. А как же его красить? Как покрасить его? Ага. Вот и первый вылет. Я думаю, с первой 11 версии так и будет. Первые 1-2 обновления всегда бывают немножко глючными, а дальше все становится стабильным. Так. Смотрите, еще один момент. Я создавал проект файла, но он его не сохранил. То есть автосохранение не сработало, иначе он должен был бы его запустить. Попробуем еще раз. Давайте уже конкретно файлы перетащу. Вкладка «Файл» в свойствах клипа — это изменение цвета одного клипа. А я хочу изменить цвет сразу нескольких клипов, поэтому... Интересно, через файл можно делать сразу все клипы? Нет, нельзя. А раньше на таймлинии можно было, нельзя было менять цвет. Посмотрим, как сейчас. То же самое. То есть на таймлинии цвет изменить невозможно. Ну, пока что невозможно. Сразу показывает кодек файла. Да, сразу показывает кодек. Так, вот, конечно, вот эта мелочь, да, но все равно да, вы выпускаете абсолютно новую, обновленную 11-ю версию. Но почему нельзя менять цвет клипов здесь? Прямо здесь. Хотя мы же можем это сделать через атрибуты. Давайте попробуем скопировать. Скопировать атрибуты на этот ролик. Past. Вот color есть. Давайте только color. Окей. Все. По-моему, в прошлых версиях тоже это возможно было. Как только появилось скопирование атрибутов, вы уже можете красить клипы, причем все сразу на таймлине. Вот. Но я об этом раньше не говорил. Я не знаю, кто-то об этом додумался или нет. Теперь на таймлине вы можете сразу красить все клипы, скопировав свойства атрибуты одного файла. Одного из файлов. Так, что у нас по сеттингам? Давайте пробежимся по настройкам, посмотрим, появились ли какие-то новые функции здесь. Пока то же самое, здесь то же самое. То же самое. Здесь, соответственно, вы можете добавлять свои свойства проектов, если захотите. Почему-то здесь по умолчанию их очень мало. По умолчанию очень мало. Вот надо посмотреть, какие все-таки параметры вот этого прокси файла. Раньше они были Full HD максимального размера, а сейчас пока неизвестно. Так, здесь все то же самое. Так, давайте сделаем как обычно.
Здесь трогать не будем. Так, JPEG. В System Setting абсолютно то же самое. Никаких обновлений в System Setting нету. Я, конечно, хотел большего, потому что, ну, такие обновления, которые вот сейчас визуально видны, их можно делать в пределах одной версии, да, то есть была 10.1, стала 10.2, там добавили две кнопки и все. Но если вы выпускаете уже абсолютно новую версию, то хотя бы интерфейс, я не знаю, изменить, функции какие-то добавить, менюшку поправить, там, изменить, более удобно сделать. Здесь ничего не меняется, я не знаю почему. Да, здесь то же самое все. Так, я сейчас добавлю сюда кнопку прокси на таймлинию, как я это делал в прошлый раз. Или ее уже нету? А, есть. Раз. И... Я просто проверяю, как это все работает в 11 версии. То есть то, что обычно я делаю в десятке, я сейчас проверяю в 11 версии. В принципе, это один к одному, ничего нового, интересного здесь пока не появилось. Есть такой момент, можно ли менять свойства проекта на 24. Короче, попробуем фреймрейт поменять. Нет, тоже, видите, не меняется. 25p зафиксирован. А вот вам и ограничения. Вот вам и ограничения. Раньше, в 10 версии, если мы как бы открывали проект в 25p, то мы могли хотя бы в кратные проекты переводить, там 50p, 100p и так далее. Сейчас фреймрейт изменить вы никак не сможете. После создания проекта фреймрейт вы не меняете. Да, невозможно изменить фреймрейт. Это очень плохо, что ни 50, ни 25 здесь уже не выставить. Хотя, по-моему, 50-25 перескакивать нельзя было. Все-таки я за открытое изменение фреймрейта в проекте. То есть, как это делается в премьере, да, вы можете в секвенции объединять разного типа файлы, причем настройки секвенции вы тоже можете менять, делать секвенцию 25p, 30p, 40p и так далее. Причем здесь, насколько я помню, в 11 версии проект должен создаваться по первому файлу, как это происходит в премьере. То есть, когда вы любой файл кидаете на таймлинию, то проект изменяется под этот файл. Здесь почему-то такого не происходит. У меня проект 25p, я закидываю сюда кадр 50p, и ничего не происходит. Так, с этим все понятно. Давайте попробуем. Сделать так.
Так, покраска клипов внутри бина уже не работает. То есть, если раньше вы могли выделить все и покрасить с помощью этой кнопки, почему-то она здесь не красится. Есть вот, я вижу, сортировка, да? Вы можете выбирать какие-то клипы, задавать им рейтинг, типа звездочки, и этот рейтинг по этому рейтингу потом сортировать. Поиск. Сейчас проверим поиск тоже. Так, Илья, проблем нету. Ключ однажды не пришел, потому что я на один студенческий билет покупал несколько ключей. Но мы потом эту проблему решили, они вернули деньги, я купил на другой студенческий билет. С покупкой ключей сейчас проблем нету. Кому нужен ключ, обращайтесь. Мы для вас купим. 11-я версия уже есть в продаже. Так что, если кто-то хочет 11 и думает, что пока ее невозможно купить, это не так. Я вчера проверил, покупка возможна. А насчет демо-версии, не знаю, возможно только лого. Сейчас попробуем сделать какой-то вывод, да? Есть ли ограничения в выводе? Так, вот окошко. На выводе у нас то же самое, да? 264, 265. QuickSync подключен. Документы. Да, все то же самое. Вывод остался таким же. В фоновом режиме все выводится. Вот это уже умная система. Вот смотрите. Если в 10-й версии ваш выходной файл, то есть который вы конвертируете, по очередности попадал в самый низ после просчитки вейвформов, то сейчас, когда я файл вывожу, он автоматически увеличивает приоритет этого файла и добавляет его в начало списка и конвертирует. Вот, это очень хорошо, потому что раньше приходилось это делать вручную, сейчас вручную это делать не нужно. Так, добавление на таймлинию сразу есть? Да, есть. Ну да, то же самое. Что-то я не заметил, по-моему, он быстро его сконвертировал. Сейчас я выделю. Ctrl-A, выделение всех файлов сразу не работает. Вот это мне тоже не нравится, что список исчезает полностью, когда я кручу. Это неприятно, конечно. То есть я сейчас выделяю все файлы. Почему не выделяется? С помощью Shift выделяется, с помощью Ctrl-A выделить невозможно все в бине. Но я думаю, это поправят. Давайте это все сюда. Так, сделаем так. Я возьму на час приблизительно Shift-End и удалю. Сделаем вывод часового материала, посмотрим, какова нагрузка на ресурсы компьютера, грузит ли он в 264 кодеке все, что нужно. Давайте здесь сделаем суперфайн. Окей. Так, 63% грузится из-за прямого эфира, то есть графику. В
встроенная графика погнала 84-85%. Раньше грузилась при 264 кодеке встроенная графика на 30, 40, 50 работала, сейчас работает на 80%. Это хорошо. Плюс процессор тоже как бы задействован максимально. Посмотрим, сколько это дело будет выводиться. Короче, часовой материал на моем процессоре будет выводиться 10 минут. По-моему, 1 к 6 это очень хорошо. Это очень хорошо. Раньше 1 к 3 было, насколько я помню, у меня. Сейчас 1 к 6. Так. Илья, с Panasonic S5 Mark II я не работал. S1 работал. И GH5S тоже работал. И все. С Panasonic все хорошо, проблем нету. Единственная проблема с Panasonic это объективы. То есть родных объективов мало, то что есть, они не очень такие интересные, я имею в виду по фактуре, по картинке, не цепляют вообще их объективы. Вот. Придется подбирать сигмовские объективы с L-маунтом. Возможно, в будущем все это изменится. То есть по конвертации, да, стало быстрее. Однозначно на 84% 264 кодек не грузил графику встроенную. Сейчас на 85 грузит стабильно. Так, что здесь происходит? Могу ли я сделать паузу и запустить? Да. Можно сделать паузу и запустить по новой. Так, еще раз. Раньше эта функция хромала. Сейчас это можно сделать. Так, я не буду конвертировать его до конца. С конвертацией проблем нету. Давайте посмотрим на 265 кодеке, что он будет делать. В 265 он должен грузить графику по полной. Так. Так. Что-то не пошло, по-моему. Тут еще фоновый процесс идет, создание кэша. Так, давайте это уберу я. В 265 кодеке почему-то он не захотел это все выводить. Илья, осталась покраска на таймлине. Вы можете красить файлы на таймлине, причем все сразу. Так что отсутствие покраски... Ну, кнопки вроде бы есть, но они не красят. Почему, не знаю. Может, поправят. Так, 265 кодек, да. Давайте имя файла изменим. 2. Здесь давайте superfun, constant bitrate. Окей. Ага. 265 кодеке процесс пошел. Графика на 100, как и положено. Видеокарта не задействуется, потому что здесь нет фильтров.
часовой материал будет выводить 40 минут. В 265 кодеке результат тоже. Ну, меня устраивает хороший, даже не 1 к 1. Раньше 1 к 1 был, а сейчас чуть быстрее. Ну, явно этот процесс они оптимизировали. И, как я уже сказал, если раньше при сжатии 264 кодеком графический процессор задействовался на 30, 40, 50%, то сейчас он задействуется на 85%. И поэтому скорость конвертации в 264 кодеке возросла. То есть у меня 1 к 6 получилось. Никогда таких результатов раньше не было. То есть часовой материал выводится за 10 минут в 264 кодеке. И в 265 кодеке у меня выводилось 1 к 2, но в обратную сторону. Если часовой материал, то 2 часа вывод. Да? Сейчас вот вам за половину времени на таймлине он выводит эти файлы. То есть по кодекам все стало быстрее. Однозначно 11 версия стала быстрее по сжатию. Но это за счет разгона ресурсов работы компьютера. Вот. Это не потому, что они там новый движок запилили и так далее. Нет, они просто задействовали графику на максималке. И все. И далее... Сейчас, секунду. Плюс, возможно, они добавили нагрузку на компьютер. То есть есть же одновременная работа, да, графики и процессора. Они могли увеличить работу процессора с одновременной работой графики. То есть здесь тоже они могли, ну, изменить пару чисел, и уже у тебя Edius работает быстрее. Несколько рендеров. Ну, давайте, вот, ну вот старую я запущу, 264 265 кодек. Посмотрим. Но одновременно не идет. Вы это тоже должны понимать. Смысл запускать одновременно несколько рендеров. Грузить процессор. Давайте попробуем еще один файл. Я сейчас. Ну, я думаю, что он не запустит параллельный процесс. Вы можете как бы нажать паузы и приоритетный процесс запустить сами, вручную. Но здесь тот процесс, который был запущен в самом начале, он и будет первым. Одновременной работы пока что я не вижу. Допустим, если я сейчас его остановлю, у меня должен запуститься этот. А, вот запустился нижний, и давайте я нижний тормозну. Раз, сейчас запустится верхний. Раз. Угу. Пауза не работает. Да, это проблемка вот этого джоба, что у него некоторые кнопки и в 10 и в 11 версии нестабильно работали. То есть сейчас вот я не могу остановить этот процесс, то есть установить на паузу, а если удалить? Да, удалил, и должна пойти это. Да, все. Да, одновременной работы нету.
Получается. Так что вот я, допустим, с паузы отпустил. Одновременного сжатия нету нескольких процессов. Так оно и не нужно. Я не вижу смысла одновременного сжатия, потому что здесь ресурсы для сжатия одного файла, вот смотрите, они задействуются, ну, будь здоров, да? Какой еще дополнительный вы хотите дополнительное сжатие? У вас просто будет весь компьютер висеть, вы ничего не сможете сделать. Не только в монтаже, а там, допустим, запустить программу, посмотреть фильм и так далее. Когда такие ресурсы задействованы, у вас еще есть запас для работы на компьютере вообще, посторонней работы. А если вы запустите два процессора вот такой мощности, у вас просто все висеть будет. Вы ничего абсолютно сделать не сможете. Вот, поэтому я не вижу смысла запуска одновременно двух процессоров по экспорту. Вот, но, вот смотрите, вот это мне нравится, вот это мне очень нравится, то, что Waveform работает и создается вместе с экспортом. Раньше такого, по-моему, не было. Раньше был один длинный список, и один файл просчитывался. Сейчас Waveform просчитывается вместе с экспортом. Это тоже очень хорошо. Я вот точно не помню, раньше такое было, по-моему, не было. Корректирующий слой. Александр, сейчас мы посмотрим корректирующий слой. Да, мы сейчас приостановим все экспорты. Импорты, экспорты, все остановим. Да, пауза не работает. Вероятно, у них пауза так же, как и деактивация ключа. В месяц больше 3 раз нельзя делать деактивацию ключа. Здесь нажатие на кнопку пауза, наверное, тоже как-то ограничено. Так, ясно. С экспортом все понятно, он стал быстрее за счет большей нагрузки и графического процессора, и центрального процессора. Экспорт стал быстрее в 11 версии. Интеллектуальная покраска. Давайте посмотрим покраску. Так. Тут еще что-нибудь? Еще что сказать? Так. Что у нас с интеллектуальной покраской? Здесь ничего нового я не вижу. Так, стабилизатор. Надо проверить стабилизатор обязательно. Так, здесь ничего нового. Здесь Primary Color. Так. Primary Color тоже ничего не изменился. Такой же, как и раньше. Авто. Так. Автопокраска. Я не вижу автопокраску здесь. Она должна была быть отдельным фильтром. Но отдельного фильтра по автопокраске я не вижу. Может быть здесь. Вот раньше я помню, можно было вот грей выбрать и устанавливать там на серый цвет, и вы получаете вот это автобаланс, да? Но я думаю, что автопокраска должна касаться не только автобаланса, она должна касаться и экспозиции, и контраста. Но этого инструмента я пока не вижу.
Надо заглянуть в ролик, что они там сделали с автокоррекцией. Так. Adjustment Layer. Adjustment Clip. Так, может автопокраска у нас здесь, правая кнопка здесь где-то находится. Нормализация осталась такая же дерьмовая, как и раньше. Так, детализация waveform. Сейчас мы дойдем до... Детализация waveform такая же дурацкая, как и раньше. Вот смотрите, что меня всегда бесило вот в этой нормализации. Здесь написано минус 20 дБ, да? То есть обычно в других аудиорекордерах, когда ты выставляешь 0 дБ, то он всю твою дорожку растягивает по всей возможной высоте, да? Если я здесь сейчас выставлю 0 дБ, то у меня идет зашкал, насколько я понял. Ой, семейный. Он зашкаливает. Допустим, возьмем вот этот и установим 0. 0. Впритык, да? Сейчас по музыке пройдемся. Минус, не минус, 0. Да, вот видите, он делает нормализацию неправильно. Он должен был просто этот сигнал растянуть по верхней и нижней части, и все. 0 дБ. То есть это нормальный уровень. То есть здесь нормализация такая же ерундовая, как и раньше, и ты вручную должен ловить сам значение нормализации. Хотя нормализация должна быть, ну, автоматическая, да. Здесь нормализации это нету. Так. Появилась правой кнопкой Adjustment Clip. Adjustment Clip. Давайте то, что вам интересно, посмотрим. Adjustment Clip. Раз. Раз. И, допустим, какой-нибудь лад накинем. Ну да, вот все работает. Видеофильтры. То есть можно красить сразу несколько файлов, кому интересно, с помощью настроечного слоя Adjustment Layer. Вот. Мне интересно, можно ли кидать сюда еще и аудиофильтры. Все, не работает. Это позор. Это очень нехорошо. Я так надеялся, что Adjustment Layer будет воздействовать и на звук тоже, потому что я хотел, чтобы у меня вот таким отдельным слоем сверху шел слой, который корректирует пики. То есть, если у меня где-то на свадьбе есть какие-то пикующие моменты, да, чтобы у меня здесь был компрессор, и он воздействовал. То есть, это раньше это было реализовано немножко по-другому. Я все создавал отдельную секвенцию, вытаскивал эту секвенцию в новую секвенцию, и там кидал компрессор. Сейчас я хотел бы, чтобы вот этим отдельным слоем можно было воздействовать на весь звук. Но это невозможно. Невозможно. Так, может быть... Нет, невозможно. Возможно только... Так. 3 фильтра. И давайте бленд какой-нибудь можно кинуть. Бленд тоже можно кинуть. Так, бленд можно кинуть.
аудио. Неужели нету этой штуки? Новая секвенция. Можно добавить новую секвенцию. А что за секвенция? Было бы, конечно, интересно, если бы мы каждую секвенцию могли, для каждой секвенции могли задавать фреймрейт. Как это происходит в премьере. Здесь пока что такого нету. Да, здесь все то же самое. Ничего не изменилось. Так. Нам нужна автояркость, автоконтрастность. Где эта штука находится? Автокоррекция. Транс. Так, давайте уже тогда мы перейдем сюда. Идем с 11. Посмотрим штуку, как они добавляют. Новый титлер. Так, новый титлер, по-моему, он сразу установился. Сейчас мы его тоже проверим. Глич эффекты. Это ерунда, никому не интересно. Auto Color Correction. Как? Как вы это сделали? Новый умный фильтр, основанный на человеческом восприятии. Насколько я понял, товарищи, вот эта штука была, такая же презентация была у версии 9. То есть они презентовали функции 9, синхронизацию туда добавили по звуку. А на самом деле в 9 синхронизации по звуку не было, и вышла синхронизация по звуку только в 9.52 версии. Сейчас они сделали то же самое, то есть они презентовали автокоррекцию, какой-то искусственный интеллект. Здесь пока что никакого искусственного интеллекта, его работы нету. Фильтров по автокоррекции тоже здесь нету. И вряд ли они будут встроены в существующие инструменты, да? Скорее всего, это будет отдельный какой-то фильтр, автокоррекция называться, потому что в других монтажках это так. Вот. И уже вот этот фильтр вы сможете, наверное, он появится со следующим обновлением и так далее, и так далее. Вот. Пока что этого фильтра по автокоррекции нету. Это не потому, что я тупой найти не могу. На самом деле его нету. Вот. Может быть, появится в следующих версиях, пока этой автокоррекции здесь нету. По поводу редактирования звука, вот смотрите. Crossfade. Это опять отдельные плагины. Acon Digital, по-моему, там был. Вчера я с помощью менеджера устанавливал Acon Digital. Так, давайте, знаете, как сделаем? Я вчера Edius Manager скачивал. Вот оно. Я установил 11 версию, и сейчас я повешу на нее все драйвера. Стандартные все драйвера, которые должны быть. Может быть, он какую-то библиотеку еще дополнительно закинет, в которой будет встроено вот то, что мы хотим.
Ланч запустить. Так, то есть обработка звука, удаление, это все идет, вот акустика называется плагин. Это сторонний плагин идет. Новый титлер, скорее всего, тоже это будет сторонний плагин, не родной. Хотя давайте проверим сейчас, сторонний это или не сторонний. Что изменилось в титлере? Раз. Друзья мои, в бине уже невозможно добавить титлер. То есть титры вы можете добавлять здесь. В бине уже не добавить. Quick титлер. Такая же фигня, как и раньше. Да. Здесь ничего нового. Короче, в титлере такая же ерунда. Все по-старому. Ничего не меняется. Да, даже не интересно. Вот Acon Digital акустика, вот аудиодрайвера сейчас мы установим. И весь титлер Express, тоже какой-то новый титлер. 11 уже стоит. Но это все сторонние плагины. Пока это все устанавливается, мы с вами поюзаем немножко эту версию еще. Что же здесь еще интересного появилось? Давайте пробежимся по менюшке. Есть ли какие-то интересные пункты тут? И синхронизацию. Сейчас посмотрим синхронизацию, есть ли там какие-то изменения. Пока я здесь ничего нового не вижу. Маркеры. Мод. Давайте сделаем так. Не понял, куда он титры добавил? Вот они. Так, немножко поюзаем сейчас мультикам. Посмотрим, что здесь появилось интересного. Да. Вот эта подгрузка файлов, конечно, мне не нравится. Раньше визуально это раньше выглядело лучше. Сейчас как будто файлов нету, они пропадают. Непонятно. Так, по мультикаму. Камер 16, как и раньше. Вот меня очень сильно бесил вот этот режим 4 камеры. То есть, когда я ставил 5 и мастер, у меня подвисало. На 4 камерах у меня не подвисало. Но я хочу мастер. То есть, неудобно переключать внимание и как бы удерживать это в голове отдельно на каждой камере. То есть, я нажимаю, вот, допустим, сюда, да? У меня камера переключилась, и мне нужно мозг перестроить, что вот эта камера сейчас у меня главная, и я должен смотреть сюда. Вот. А на мастере, когда есть мастер экран, такого не происходило. Поэтому вот эта вся ерунда с 3 мастер и просто 4,
это, ну, херня какая-то. Мне очень помогло бы, если бы я размеры вот этих экранов мог менять. Я их менять не могу. Вот, допустим, я 3 мастера выбираю, я хочу вот нижнюю часть уменьшить еще, да? Вот эту часть вот этих 3 камер. Хочу сделать мастер экран больше, а вот эти 3 камеры хочу сделать меньше. Вот это бы мне помогло, но здесь пока этого нету. Wave Multicam. Все то же самое, здесь ничего нового абсолютно нету. Корректирующий слой на аудиотреке. Так. Нету на аудиотреке корректирующего слоя. Он заблокирован здесь. Он есть только на видео. Так, подождите, у нас же есть такой видео-аудио. Интересно, здесь аудио. Здесь он тоже идет без воздействия на звук. Видите? Здесь он тоже у нас. Так, давайте, чтобы это было понятно, сделаем так. Да, здесь уже на звук невозможно действовать. Это мне не нравится. Это мне не нравится. Необходимости большой в этом аудио adjustment клип я не вижу. Абсолютно не вижу. Может быть, там в будущем я что-то там придумаю, что с ним можно делать и так далее. Но пока что большой необходимости в этой штуке я не вижу. Так. Сейчас мы с вами... Ну вот здесь... здесь. Так, а почему третья камера появилась? Что за фигня? Почему adjustment clip у нас появляется... давайте, знаете что? Давайте мы с вами проверим, действует ли этот слой сразу на 2 слоя. Так. Есть. Да, по поводу тетровалки. Она была раньше, я ей просто не пользовался, да. Ну, тетровалка... Сейчас посмотрим, что там интересного. Я ей не пользовался, может она стрёмная была. Вот смотрите, вот это мне непонятно, конечно, что с этим делать. Когда adjustment clip добавляешь, на самом деле он не красит сам слой. Он, получается, вбирает в себя сам видеофайл и красит этот файл. И идет уже как третья камера. Вот. В общем, в наложении вы видите его так. Давайте сделаем так. Если я покрашу его вот так. Да, он действует сразу на все слои, получается. А если сделаем так. Да. Он действует на все слои.
Так, все, звук появился. Я просто по телефону говорил. Так. Так, надеюсь, вы поняли неудобство, некое неудобство. То есть с вашим adjustment layer, вот мы добавляем adjustment layer, да? Так. Я добавил adjustment layer. Теперь я добавляю на adjustment layer, допустим, какой-то фильтр. Ну так. Добавил. Теперь я хочу в мультикаме спокойно монтировать это дело. Мне, получается, нужно будет вырубать третью камеру, где находится adjustment layer. А еще лучше я его просто оставлю за пределами мультикама. А теперь давайте мы с вами вот этот кусочек смонтируем, что получится. Угу. Ну да, можно оставить этот слой за пределами мультикама, но если вы его включите... А интересно, можно переключаться между? Да, он идет как обычный видеослой, но уже с обработанным видео. Вот. Я не знаю. Так, а что они показывают? Так, а если так? Так, все. Мы разгадали новый баг. Короче, он переключается в мультикаме как отдельный слой, можно переключать на него, но при воспроизведении этот слой показываться не будет. То есть это просто слой настройки, и использовать его как отдельный какой-то слой вы не сможете. Так, еще один момент. Я, допустим, его добавил, он сделал эту штуку, я ее добавляю сюда. А его можно добавить в bin? Да, можно. А теперь я его вытаскиваю заново. Ну, по-моему, это какая-то ерунда получается. Если я настроечный слой уже укомплектовал, допустим, какими-то фильтрами, и я его хочу добавить сюда, в bin, то он у меня должен сохраняться с фильтрами, иначе смысла этого настроечного слоя я не вижу. То есть как мне, ну, получается его просто копировать с таймлинии и вставлять в другую секвенцию, да? То есть не получается этот настроечный слой вместе с настройками сохранить отдельно в бине. Вот. Давайте проверим еще одну интересную штуку. Раньше ее не было. Можно ли сохранять файлы с фильтрами в бине? Наверное, нет. Нет. Файлы с фильтрами в бине не сохраняются. Так, что за вопросы? Так, громко. Громко. Раз, 1, 2, 3. Ну, чуть потише. Корректирующий слой, финальная часть монтажа. Ну, это если вы делаете монтаж там в 3-4 прохода, тогда, возможно, это финальная часть монтажа. Если я, допустим, монтирую какую-то однокамерную работу или простую двухкамерную работу, я покраску делаю параллельно.
То есть я не стану возвращаться потом в начало, красить отдельно, прогон делать для покраски. Это слишком много времени, ну и там, на мой взгляд, это неправильно, да? Если ты красишь фильм, тогда другое дело, да. Отдельное время на покраску и все остальное. А так править контраст, насыщенность, баланс можно все сразу во время какой-нибудь однокамерной или двухкамерной работы. Вот. Поэтому в этом случае корректирующий слой, он будет применяться сразу. Ну, по крайней мере, до сих пор его не было, я с ним не работал, но я красил однокамерной, двухкамерной работы, я сразу параллельно крашу во время монтажа. Так, с корректирующим слоем мы все поняли. Есть какие-то неудобства, есть какие-то свойства у него, сейчас посмотрим. Так, у корректирующего слоя есть микс. Микс. Так. Ну да, это просто прозрачность корректирующего слоя. Здесь ничего такого. И вот мне что не нравится, что вот вы не имеете возможности тянуть ключи в мультикаме. Вот. Это тоже не исправили, то есть это осталось такой же ерундой. Неудобно, да? И потом в мультикаме нет отображения звуковой дорожки. Тоже плохо. Я бы хотел, чтобы все-таки это отображение было. Придется вот этот миксер куда-то... Кстати, вот этот миксер, он не цеплялся раньше. Его невозможно было прицепить. Сейчас посмотрим, будет ли он цепляться к окошкам. Да, сейчас цепляется. Так. То есть в мультикаме я смогу... То есть, а как его сделать? Уже меньше уже не получается. Может быть... Поехал, что ли? Я снимаю, пока выходить не могу. Ты это должен зайти. Да, подожди. Да, раньше вот этот метр аудиомикшер невозможно было. Вот сейчас появилась у него привязка к окнам. Я раньше его тоже пробовал использовать в видео вот это аудиошкалы, да, которая отображается во время мультикама. Но сейчас ее можно уже прицепить, и она двигается вместе с окнами. Это очень хорошо, но я бы хотел чисто аудиометр и все. То есть вот одна шкала, чтобы она была где-то по краю. Пока такого невозможно. Так. Здесь у нас все то же самое. Угу. Все. Так, пацаны, у кого какие вопросы? Спрашивайте, я посмотрю, пока есть возможность. Так.
пока вот эта штука, вот эти свойства, они недоступны. Пока они недоступны, секунду. Да, вот как бы свойства файла отображаются, но цвет... Так я придал цвет или нет? Блин, опять вылетел. Сейчас посмотрим, что у нас с автосохранением. И вот эти штуки поюзаем. И еще проверим, попробуем открыть проект 10 версии. Получится ли? Так, открываем проект 10 версии. Посмотрим, как это все работает. Так, SSD 2. Ларик. Открываю проект с SSD диска. Пока на данный момент вот ничего такого, за что можно было бы переплатить и переходить с десятки на 11 версию. Пока что я ничего такого не вижу. И вот сейчас я размышляю над тем, что когда появится вот этот фильтр по автокоррекции, а нужен ли он мне вообще, этот инструмент? И будет ли он делать автокоррекцию единоразово, или он будет проверять коррекцию в каждый момент времени? То есть, допустим, я снимал на автобалансе, и автобаланс у меня хреново где-то сработал. И все это в одном файле. Как будет делаться автокоррекция в этом случае? Вот. Скорее всего, это будет какое-то статичное значение, стационарное, да, оно не будет меняться. И для файлов, где у нас автобаланс выставлен, эта штука работать не будет. Вот. А теперь возьмем суммарно. У нас из новинок есть корректирующий слой, возможно появится автокоррекция. Сейчас посмотрим моменты по синхронизации. В мультикаме ничего нового интересного не появилось. В общем, по всей программе тоже ничего интересного и невероятного нету. Вот я не считаю, что нужно было создавать 11 версию с минимальным количеством
нововведений. Все-таки это новая версия, это должен быть в какой-то степени новый продукт. А мы получаем все то же самое, плюс 3 фильтра, да? Там Adjustment Layer, автокоррекция и какие-то там навороченные титры. Если сейчас стабилизация еще будет работать как раньше у Бога, то ну, вообще смысла нет переходить на 11 версию. Я не вижу, если у вас есть какие-то адекватные вопросы по переходу, вот, у меня нет. У меня вообще не, я бы не перешел. Вот, допустим, из того, что я сейчас вижу, единственный плюс это более скоростная конвертация. Все. Сейчас, в данный момент, единственный нормальный ощутимый плюс это просто более ускоренная конвертация. Больше ничего интересного пока что я не вижу. Так. Если бы они, вот смотрите, я как мыслю, да, вот вы создаете 11 версию, сделайте хотя бы HSL инструменты, да, то есть то, с чем мы мучаемся, как отфильтровать, допустим, картинку по какому-то отдельному цвету, да, то есть воздействовать на отдельный цвет. Это же, ну, удобная штука для многих вещей во время покраски. Да, удобная штука, но они не делают. Потом добавьте колористу, то есть 3 круга по ярким, средним и темным тонам. То есть колористу они тоже не добавляют. Как был инструмент у нас Primary Color Correction. Вот он так и остался. Вот эти все верхние убогие инструменты, да, в очень редких случаях вы можете задействовать вот это все, вот эту всю дрянь, которая находится наверху, но в 95% случаев вам вот это все будет не нужно. Вот современный инструмент, он делает все, что хотите. Все. Вот. И я думаю, что стоило бы избавиться вот от этой всей фигни, вот от этой, как это, сепия называется, да? От этой сепи, ну что за детские игрушки? Зачем это все нужно? Не знаю, может где-то на телевидении или где-то что-то это упрощает какие-то моменты, но что это, куда это? Ну, как вот просто набор, куча бесполезных фильтров, можно было отдельную вкладку сделать, бесполезные фильтры, и добавить туда вот это все. Вот. А так здесь вот из Primary Color Correction, который решает 95, может и больше процентов всей покраски, то все остальное здесь просто бесполезно. И стоило бы добавить более-менее современные инструменты по покраске видео. Здесь таких инструментов нет. То же самое касается аудиофильтров. Ну вот как были инструменты в 10 версии Icon Digital Compress Edition, вот так они здесь и остались. Ничего нового, тот же самый фильтр, то же самое окошко, те же самые настройки. Так, мы говорили, что там есть Quick Titler. А как запустить этот Viz Titler, или как там называется? Или он работает как отдельная программа? Так нам же нужно, чтобы он работал внутри. Так, здесь его нету. Так, нету.
Так эта акустика, она работает внутри Эдиуса или это отдельная какая-то прога? Где эта штука, акустика? Весь титул. Да, надо активировать. Я не знаю, можно было, раз уж вы презентуете какие-то там плюшки, то можно было... Можно было и вот эти плагины тоже сделать временно. Временной версии, как и сам Edius, на 30 дней, чтобы мы могли вообще посмотреть, оценить Acon Digital. Давайте посмотрим, что такое Acon Digital. Что такое Acon Digital? Акустика. Плагин. Он должен встраиваться. Но его пока нет. Может быть, его вручную надо добавлять. Сейчас посмотрим, он отдельно запускается или нет. Вроде бы это приложение. А, вот он. Запустился. Что у нас есть? Так, на всякий случай кинем какой-нибудь звук. Так. Со вчерашней свадьбы у меня был перегруженный звук. И я сейчас его сюда добавлю. Так, загрузка идет. 4 файла. Он открыл каждое в отдельном окне. Ну, в принципе, как и у всех аудиоредакторов, если это будет открываться внутри Edius, это будет очень хорошо. Если тут отправка в Edius, Load Workspace. То есть сейчас нас они ничем не удивили, потому что аудиоредакторов помимо Audition полным-полно. И вот такую коррекцию, ну сколько тут инструментов, да, вряд ли здесь инструментов больше, чем у Audition. Вот. И какой-то отдельной программой нас не удивить по коррекции звука. Вот, потому что таких программ полно, а вот если эта программа будет встроена внутри Edius, или хотя бы как у Premiere с After Effects, да, можно будет делать коррекцию, нажимаем кнопку «Сохранить», и вся коррекция автоматом передается в Edius. И если так, то, возможно, я и похвалю Edius. А если это будет открываться как отдельная программа, то мне это не интересно. Так, ну а акустика отдельная программа. Пока что это выглядит как отдельная программа. Не знаю, вот здесь есть файл отдельный. Есть файл. Сейчас, секунду. Я вам покажу. И акустика. Пишет, что это плагин. Может быть, давайте попробуем все-таки его подключить. Если у нас получится, то будет хорошо. Так, не здесь, значит, System Setting. Не, ну акустика открылась, там он ключ не попросил, давайте попробуем.
OFX Bridge тоже не установился сразу. То есть опять должны же быть OFX Bridge, это получается поддержка сторонних плагинов, да? Она уже встроена или ее надо устанавливать? Тоже вопрос. Раньше ее нужно было устанавливать, сейчас это есть или нету? Вот плагины аудио. Давайте попробуем добавить акустику. Пойдет, не пойдет. Так. Что там было в этом? Здесь только деинсталляция, то есть полезная папка тут только это. Окей. Автокоррекция, говорит человек, есть. Это в ProDet. Но так они презентовали его как свой какой-то. Там не было окна ProDet. Они не показали, откуда этот инструмент взялся. И вот это мне тоже уже начинает подбешивать, потому что здесь автоматически раньше United или как-то назывались файлы, да, автоматом. Сейчас вот не можете. И постоянно лезть в папку, что ли. То есть раньше можно было в главной папке все установить. Получается, здесь нужно постоянно куда-то лезть, чтобы запустить проект. Acon Digital? Да. Так, акустика так и не появилась. С акустикой проблемки. Правой кнопкой вызвать акустику тоже невозможно. Так, можно ли покрасить это дело? Так, аудиофайлы красились у нас? Нет, аудиофайлы... красятся. То есть получается в бине вот эти файлы я покрасить не могу. И правой кнопкой в бине опять нет никакой привязки цвета на таймлинии и цвета в бине. То есть они же должны быть зависимы. Разве нет? То есть получается, если я в свойствах заглядываю в цвет вот этого файла, он белый. А на таймлине он уже красный. То есть нет никакой синхронизации параметров между таймлинией и бином. Это, конечно, не очень хорошо. Давайте сделаем так. Ну вот только так можно... Да, он здесь просто, видите, он отображает, какой цвет у вас. Но взять и изменить этот цвет с помощью вот этой палитры невозможно. Так, что мы еще хотели сделать? Давайте
Посмотрим синхронизацию. Раз, два, три. 3 файла. Поработаем синхронизацией. Да. Возьму несколько файлов с конца. Ну да, вот смотрите, хорошая, конечно, идея вот от Тараса, что если вы уже встраиваете какие-то плагины, то не нужно людям создавать дополнительные какие-то проблемы, да? То есть, если вы продаете 11-ю версию с какими-то встроенными пакетными плагинами, да, то при установке 11-й версии, ну, должен быть какой-то макро записан, да, установить версию вместе с плагинами, чтобы люди не запускали там 150 файлов и не устанавливали плагины отдельно. То есть, если вы 11-ю версию презентуете вместе с плагинами, то сделайте уже установку, чтобы все плагины стали автоматически сами, без участия человека. Так, проверяем синхронизацию правой кнопкой. Ну, здесь все то же самое, ничего новенького здесь не появилось. Там цвет изменился, интересно. Невозможно изменить. Ну да, получается, раньше я группой мог изменить цвет в бине. Сейчас это невозможно. Только на таймлине можно изменить. Так, Multicam Sync. Ничего нового здесь нету. По аудио. И вот я хотел вчера проверить, я вам не показал, вот in-out. Чтобы по этому промежутку он сделал синхронизацию. Интересно, сколько времени на это ему потребуется. А, вот я могу задать маркер. Это цвет маркеров или цвет чего? Сейчас узнаем. Раз. Цвет будет, да, но опять будет только один файл покрашен. Как красить все файлы, я вот сейчас недавно показывал. Вы можете просто скопировать атрибуты файла и покрасить все файлы на таймлинии разом. И сейчас еще, знаете, что проверим? Сейчас с вами проверим. Если я найду 4К файлы, создадим мультикам и погоняем немножко в мультикаме, посмотрим скорость работы на таймлинии. Как это все. Короче, ерунда какая-то, не работает.
внутри in-out он должен был сделать синхронизацию, но я вижу, что вот этот промежуток, он, видите, совпадает, он одинаковый. Но почему он не сделал это внутри маркеров? То есть, если нет совпадения по звуку внутри маркеров, он вообще не должен был ничего синхронизировать. Он почему-то вот эти маркеры нам... Не знаю, какая-то фигня, с этим невозможно работать. То есть, если он внутри маркеров синхронизацию не выполняет, то есть, когда это бывает нужно, допустим, у меня есть четырехкамерный там проект, да, большой, много файлов. Вот. И у меня часто бывало так, что где-то там какие-то смещения происходили, и мне нужно было выделить вот так несколько файлов и заново их отсинхронизировать по этому же промежутку. Приблизительно, да? То есть у меня есть какие-то смещения, я не хочу их делать вручную, да, выравнивать. Я выделяю, допустим, файлы, там 10 файлов одной камеры, добавляю их в bin, ставлю in-out маркеры, вот так. И вот по этому промежутку я из бина снова эти файлы синхронизирую. Мне так было бы удобно. Они почему-то сделали синхронизацию по in-out, но эта синхронизация around the marker. Что такое around the marker? Маркер желтый. Маркер желтый. Оранжевый, то есть. Он хочет маркеры. Давайте маркеры сделаем. Может быть так? Color orange. Да, вот давайте посмотрим. Внутри маркеров он сделает нам эту штуку или нет. И round между маркерами, да, получается? Не in-out, а между маркерами. Ну давайте. Окей. Синхронизация намного быстрее. Скорее всего, он ограничил работу. Все, понял. А он делается вокруг маркера. Слева и справа. Синхронизация вокруг маркера. Мне это не интересно. А если я буду синхронизировать целиком, что я получу? Так. Секвенция. Все, пошли. Сейчас посмотрим, как выглядит полноценная синхронизация, сколько файлов, как они размещены, а потом попробуем разобраться с этой around marker. Ну, сейчас файлы появятся на таймлине. Я же не все файлы выделил. Надо было все. Да, он тащит мне все файлы. Мне это не нужно. Я не хочу все файлы. Он тащит мне все файлы. Синхронизирует все файлы. И around the marker не работает. Так,
Удаление, конечно, стрёмное. Импорт идет через вот это окошко. Тоже вот ерунда, да, которая просто напрягает немножко. Я же импортирую в бин. Раньше окошко всегда появлялось в центре бина. Сейчас оно появляется где-то там в стороне. То есть, так. Сделаем так. Маркер. Второй маркер покрасим в желтый цвет. Второй маркер я покрасил в желтый цвет. И допустим сейчас. Бесит, конечно, исчезновение файлов. Так. Правая кнопка синхронизация. Around the marker по желтому цвету в активную секвенцию. Давайте, что произойдет, посмотрим. Но он пишет, что слишком много файлов не может быть синхронизирован по маркеру. Ладно, давайте такую штуку тоже говорит. То есть один файл. То есть какая-то ошибка дурацкая выходит. Короче, я так и не понял, что такое around the marker и как синхронизация происходит по этому параметру. Вот. Сейчас сделаем полную синхронизацию, посмотрим, вообще работает ли она тут. Аудио. Так. Что значит X цвет на таймлинии? Ну вот я выбрал, допустим, нет, вот дело в том, что там маркеры написаны. Вот смотри, обычно цветов гораздо больше, да? Обычно цветов гораздо больше, и здесь, когда ты around the marker выбираешь, тут нет вот этого этот спектр, это спектр маркеров обычных. Вот. Здесь цвет видеофайлов, он гораздо шире, чем цвет маркеров. И я все делаю правильно, это касается только маркеров. Здесь тоже, вот у них как раз вот это количество цветов, которое указано во время синхронизации. Поэтому с цветом файлов на таймлине это никак не связано. Ну вот, давай поменяем свойства. Ну пусть будет желтый, да? Вот так. Красный. Вот красный. Теперь
Как ты хочешь синхронизировать, чтобы этот файл у меня что? Раз, around the marker, красный. Нет, такая же ерунда. Это с цветом клипа на таймлине, это никак не связано. Так, делаем полную синхронизацию, посмотрим результат. Да, работает только по цвету, и работает он относительно маркеров, цвета маркеров. Я менял цвет маркеров, но почему-то это пока не работает. Это вот, если вы помните, правой кнопкой Multicam Sync, когда мы заходили, там был rec и таймкод. А раньше в 9 версии, ну в какой-то из обновлений 9 версии, эти два пункта, они были, но они не работали как надо. А сейчас эти галочки, rec-time и таймкод, работают полноценно. Может быть, они добьют этот параметр тоже. Но лучше бы, если бы они сделали по in-out. Допустим, я начало и конец выставляю, чтобы синхронизация была внутри вот этого промежутка двух маркеров in-out. Вот. Мне этого было бы достаточно. Синхронизация вокруг маркера это вообще глупость какая-то. Что значит вокруг маркера? Как я могу узнать, какой файл тут будет синхронизирован вокруг маркера? У меня же есть звук. Вот. Что я приблизительно должен знать, какие файлы сюда попадут, что ли? Нет, конечно. Поэтому я должен выделить все, и он должен выбрать файлы, которые будут находиться либо внутри, рядом с этим маркером. Так, синхронизация. Сейчас посмотрим, сколько видео получилось на таймлине. Тоже очень быстро, за 2 минуты практически. За 2 минуты он выставил 3 часа. Ну, 2,5. В принципе, такая же скорость, как была и раньше. Давайте те же самые штуки мы синхронизируем. Те же файлы синхронизируем по... Все-таки вот этот пункт мне не дает покоя вокруг желтого, да? Окей. Вот желтый маркер. Ошибка. Пусть. Идем дальше. Так, тут уже синхронизация по ощущениям идет быстрее. Быстрее. Что-то он должен выдать, какой-то результат. Нету. Давайте еще раз по оранжевому маркеру сделаем, потому что вокруг желтого там файлов немного. Может быть, в этом проблема. Окей. Окей. Так, и сейчас проверим работу на таймлине. Попробуем с 4К файлами поработать немножко, проверить скорость работы на таймлине, стало ли лучше. И все, в принципе, будем делать заключение по 11 версии.
и по возможному переходу на нее. Короче, это то же самое. Нет никакой разницы. Это ерунда. Толково пока что не работает. Так. Теперь давайте достанем 4К файлы. Завис. Так. Да, вот сейчас удаление, допустим, с таймлинии, это такая проблема для Эдиуса. Пока висим. Ну что радует, что он показывает количество файлов, общее количество файлов внутри во всех папках. Это хорошо. Да что ты достала? Я хочу новую папку создать. Кстати, если вы заметите, то нет инструментов в бине. Если раньше были инструменты там вырезать, сортировать, копировать и так далее, сейчас этих инструментов в бине наверху нету. Может быть, их можно добавить, но их пока нет по умолчанию. Так, это уже начинает напрягать. Вот это состояние Эдиуса 11. Давай уже. Да, это уже клиника. Причем у меня завис практически весь компьютер. Exit. Да, наконец-то он вылетел.
Так, все, проверяем мультикам, работу мультиками в 4К. Так, несколько файлов сейчас заранее перенесу. Да, есть такое дело. Сырой. Вот что радует, это вот эта заставка, которая в начале такой свежий вид придает. Остальное не очень. Так, вроде бы я снимал это в 4К. Сейчас посмотрим. Да. Скинем несколько файлов на SSD. Попробуем это все помонтажить. Копировать. Вот сюда пускай. Так, пока копируется, я посмотрю, можно ли добавить кнопки на вот здесь наверху в бине. Раньше можно было. Батан, бин. Нету. То есть сейчас кнопки вот здесь над бином вы добавить не можете. Кнопки над эффектами есть, а кнопки над бином нету. Модбар, маркер. Да, все, отказались. Единственное визуальное отличие, отказались от... Кстати, значок Edius немножко уже по-другому пишется, и кнопки над бином исчезли, их теперь нету. Так. Берем 4К файла. Наша очаровательных мам. Так, ресурсы. Погнали. Наша очаровательных мам. Ладно, вещать, здоровья. Все у вас получше, чтобы любили друг друга. Чтобы мы радовались, гордились с вами, что вы такая прекрасная пора. Я очень надеюсь. Девочки, Сейчас посмотрим с фильтрами, что добавим парочку фильтров. Чуть покрутим его. Наша очаровательных мам. ладно, вещать, здоровья. Немного Все у вас получше, чтобы любили друг друга.
чуть запинается. Сейчас, если я фильтры сюда добавлю, то он должен встрять. Перша очаровательна мало. Аллах обещает здоровье. Все у вас получится, чтобы любили друг друга. Дай Аллах, чтобы мы радовались, гордились вами, чтобы вы такая прекрасная пора. Так, и еще один момент, который мне интересен. Раньше, когда ты увеличивал, получается, количество камер, ну, отображение визуальное, то ресурсы делились вот как бы на 5 частей, да? Хотя у тебя показывают 3 камеры, но у тебя запинание было больше, если ты ставил пятикамерное отображение. Перша очаровательна мало. Аллах обещает здоровье. Все у вас Аллах обещает здоровье. Все у вас Перша очаровательна мало. Так, Аллах обещает здоровье. Все у вас получится. все, друзья, на этом все. Вроде бы мы все, что было интересно и новенького, поюзали, посмотрели. Плагина цветокоррекции нету, акустика не встраивается пока что. Плагины по Acon Digital, они были в 10 версии, они точно такие же, ничего не изменилось. Визуально все на своих местах стоит. Нет просто кнопок в бине вверху. Если вы к ним привыкли, то будете сейчас от них отучаться. Вот кнопки в бине, единственное, почему мне нужны были кнопки в бине, я когда увеличиваю, допустим, размер, да, отображаемых файлов в бине, я вот эту часть мог скрыть. Вот она скрывается все-таки. А что за стрелки? Да. Ну, хотя бы это удобно. То есть я папки скрывал, у меня количество отображаемых файлов на экране становилось больше. Вот. А что за стрелки? Непонятно. То есть все практически то же самое, ничего особо не изменилось. Улучшилась скорость конвертации за счет большей нагрузки графического процессора и непосредственно самого процессора. Вот. Работа на таймлинии практически такая же. Я бы не сказал, что стало лучше, быстрее работать на таймлинии. Вы видите подвисание в некоторых случаях, да, что, допустим, при импорте или при переходе с таймлинии на bin и наоборот, иногда бывает подвисание окон, и это не может не выбешивать, да, человека. То есть с чем связано, что случилось вдруг, что у меня полностью программа на несколько там секунд подвисает. Но это немножко странно смотрится. Это было бы не странно, если бы в программу была загружена куча сторонних плагинов, у меня система была бы перегружена какими-то другими программами, антивирусами, там, кодеками и так далее. У меня абсолютно чистая система, сейчас стоит минимум программ здесь, в основном все касается видеомонтажа, вот, и стандартные какие-то программы. Поэтому вот, смысла, ну, оправдать эти подвисания Edius 11 на новой системе в Windows 10 я не могу. То есть, ну, мы к ним, да, привыкли, потому что они были и в десятке, и в девятке, да, эти подвисания окон. Вот, но как 11 версия, сделайте что-то новое. Вот сейчас, вот в таком виде, в каком она есть, то, что я сейчас вижу, это добавили, только ускорили конвертацию. Все, больше ничего нового в 11 версии здесь нету.
те же инструменты. Вчера работал в десятке, те же самые инструменты, и Air-Conditional, и фильтры. Все то же самое. Кроме вот этой штуки, Adjustment Layer. Кроме вот этого Adjustment Layer, сейчас на данный момент в 11 версии больше ничего полезного нет. Вот стоит ли переплачивать, допустим, у меня Workgroup, да, стоит один ключ Workgroup там 1020. Мне нужно добавить еще 20, чтобы перейти на 11 версию. Ради чего? Ради вот этого Adjustment Layer, которым я не пользовался и который мне не сильно нужен, да. Вот. Причем я хотел, чтобы он действовал и на звук тоже, на звук он не действует. Вот. Поэтому, друзья, на данный момент смысла перехода с 10 версии на 11 я не вижу. Абсолютно никакого смысла перехода с 10 на 11 версию я не вижу. Вот смотрите, вся заслуга 11 версии это сторонних плагинов. И все. То есть они не усовершенствовали саму программу Edius, они усовершенствовали даже не они. То есть какая-то там сторонняя компания усовершенствовала плагины для Edius. И они за счет сторонней программы выпускают новый Edius и говорят, что там новый корректирующий слой, новые титры, новая обработка звука. Хотя все это Edius не касается. То есть они выпустили Edius 11 с кучей сторонних плагинов и сделали обзор, что он стал круче. Ну, за счет чего? За счет сторонних плагинов. Но не за счет самой компании Edius и разработчиков Edius. Пока что смысла абсолютно никакого нету. В переходе я смысла не вижу. То есть кто сидит на десятке, сидите дальше. Когда будет реальная разница, когда будет реальный смысл перехода, я вам скажу. Но вот это не смысл. Вот за это доплачивать там 20-30 тысяч рублев я не вижу смысла. Вот за этот Adjustment Layer. Вот. А те плагины, которые они запилили под 11 версию, возможно, эти же плагины будут работать и на 10 версии. Просто нужно пройти, допустим, на сам сайт, который создает плагины, и посмотреть, есть ли у него работа, поддержка 10 версии Edius. Да? То есть, возможно, есть смысл какой-то взломанный плагин себе поставить, чем покупать новую 11 версию. Вот. Кто любит OFX Bridge и работу со сторонними плагинами, может быть, здесь есть какой-то смысл, да? Я OFX Bridge сюда не ставил, я не знаю, он устанавливается тут автоматом или нет. Вот. Но пока что вот для такой пробной версии очень слабенько. 11 версия очень слабая. Ничего, никаких нововведений, реальных нововведений, за что